И снова всем привет, друзья! Приступаю к окончательной обработке. В качестве финишного покрытия я выбрал вот такое вот паркетное масло повышенной твердости фирмы Борма. Оно обладает повышенной износоустойчивостью. Еще в чем его огромный плюс, его очень часто используют после колируемых масел, в частности после белого масла. И оно, вот это прозрачное масло, не желтеет со временем. То есть будет сохранен либо белый цвет, либо, как у меня, конечно, шпон немного потемнеет, но не будет уходить со временем в желтизну. Для меня это очень важно. Около 4 лет назад я дома изготовил стол, также его покрывал шпоном, таким же шпоном американского ореха. И видно, что со временем шпон становится более рыжий такой, немножко в желтизну уходит. Мне бы хотелось, чтобы шпон, конечно, он потемнеет, но чтобы он оставался более коричневым. Итак, сейчас передо мной стоит задача убрать все дефекты с поверхности шпона, идеально зашлифовать его. Практически каждая полоса имеет какие-то дефекты, вот, например, царапины. Также мы его усиленно притирали и добавили еще эффектов, так как это дерево и довольно-таки мягкое. Вот сейчас займемся зачисткой. Зачищать буду вот такой вот шлифовальной машинкой. Использовать сеточки двух номеров. Сначала 120-й все пройду хорошенько, а потом 240-й окончательно. После того, как мы все зачистили, необходимо смахнуть лишнюю пыль, например, вот такой макловицы. Стена приобрела такой красивый равномерный матовый цвет. Вот так выглядит стена, подготовленная под вскрытие масла. Свершилось, мы подобрались к самому интересному и самому красивому моменту. Чтобы вся эта красота служила нам как можно дольше, нужно всю поверхность шпона обработать паркетным маслом. Короче, приступаем.
Все, друзья, обработал. Теперь в таком виде оставляем ровно на сутки. Масло должно полимеризоваться. Завтра можно будет взять наждачку 240 и слегка обработать шероховатости. Если какие-то волокна поднялись, то есть обработать до идеала и еще раз покрыть стену маслом. И тогда уже точно будет готово. Прошли ровно сутки, масло полимеризовалось, и теперь нужно зачистить уже 240 слегка наждачкой. И потом можно приступать к нанесению второго слоя масла. Приступаю к нанесению второго слоя, немножко подогрел масло, потому что там у меня был осевший воск. Вообще внимательно обращайте на это внимание. Перед нанесением тщательно перемешивайте. Если есть там сухой какой-то осадок, скорее всего это выпавший в осадок воск. И нужно немного масла разогреть и тщательно перемешать. И после этого уже приступать к нанесению. Второй слой расход уже гораздо меньше, потому что нет уже такой впитываемости. Ура, друзья! Наконец-таки я закончил это дело. Получается просто шикарно. Выглядит как настоящее дерево. Второй слой покрытия масла. Процедура аналогичная. Сначала зачищаем слегка шкуркой 240, обеспыливаем и также покрываем масло. Такой маленький нюанс и совет. После второго слоя масла необходимо минут через 10-15 взять тряпку, которая не оставляет ворс, и хорошенько все протереть, лишнее масло, которое не впиталось, и заодно получается такой эффект полировки. И все, и будет готово. Друзья, результатом, тем, что получилось, и я, и мои близкие очень довольны, получилось очень шикарно. Вот даже с такого расстояния видна такая приятная глубокая текстура дерева, очень красиво получилось. И цвет получился замечательный, лично мне очень нравится такой оттенок американского ореха. Может быть, кому-то такой цвет не по душе, но на вкус и цвет товарища нет. Я вообще очень люблю такой древесный рисунок и любую древесину любых оттенков. Специально для тех, кто переживает, что я испортил столько шпона, друзья, ну он стоит не так дорого. Квадратный метр такого шпона стоит 220-250 рублей квадратный метр. Покупал его в магазине Woodstock, кому интересно, там забейте, посмотрите. То есть это шпон не самый дорогой. Есть там, конечно, шпон и по 1000 рублей, и по 1500, но это совсем недорогой шпон, можно сказать бюджетный. И цена его варьируется в зависимости от ширины, от длины. То есть на весь шпон у меня ушло где-то 2500 рублей. Плюс я купил 4,5 килограмма контактного клея. Но на всю вот эту поверхность, около 10 квадратных метров, у меня ушло где-то половина. На 10 квадратных метров, на 2 слоя, у меня ушел 1 литр масла. Он стоит 2000 рублей, но есть более бюджетные масла. Есть и за 1000 рублей у фирмы Борма. Есть более дешевые масла фирмы Осмо там и так далее. То есть масло можно подобрать по вашему желанию. Естественно, нужно где-нибудь сначала потренироваться, посмотреть, какой эффект получается и устраивает ли он вас. Также многих в комментариях мучает вопрос, почему же я использую масло, почему я не использую лак. Честно говоря, ребята, из-за простоты работы с маслом. Очень легко с ним работать, можно чем угодно наносить. Хотите кисточкой, хотите валиком наносите, хотите можно на тряпку макать и вот так вот втирать, пропитывать дерево. Все равно эффект получается в любом случае очень хороший. И качество поверхности получается отлично. Потому что после второго слоя берется просто тряпочка и вот так вот лишнее стирается.
И заодно немножко полируется поверхность. Плюс мне не нравится поверхность после лака. Я не очень люблю глянец, мне больше нравится немножко матовая поверхность. Также для тех специально, кто переживал, что шпон плохо приклеится к стене, ребята, ну его зубами не отдерешь, я пробовал кусочек оторвать. Приклеен он намертво. И как видите, даже после пропитки маслом никаких чижей, нигде никаких пустот нету. Вот специально сейчас повожу рукой и послушайте. Супер! Друзья, спасибо вам, что смотрите меня. Надеюсь, данное видео вам было полезно, как наглядное пособие. Никто раньше не пытался приклеить шпон прямо на стену. Ну вот я решил попробовать данную технологию, можно сказать, ее отработал. Так что пользуйтесь. Если вам что-то непонятно, также пишите в комментариях. Я обязательно постараюсь на все интересующие вас вопросы, то, что непонятно, ответить. Поддержите видео лайком. Всем пока, друзья. До скорых встреч.